Здравствуйте, коллеги, любители текстиля. Все вы знаете, что Лондон is the capital of Great Britain, а сегодня у нас будет немножко необычная тема передачи. Мы сегодня поговорим о том, как различные виды пряжи будут называться по-английски. Почему возникла у меня идея сделать такую передачу? Дело в том, что много лет я занимаюсь текстилем, много лет я занимаюсь написанием литературы, переводом статей, переводом рекламных проспектов и столкнулся с тем, что все словари, которые предлагает нам интернет на эту тему, они не дают корректного перевода, а старые советские текстильные словари, их достаточно мало, нету в доступе, и технологии идут вперед, и они уже тоже не отражают современное состояние дел. Поэтому это будет интересно, этот выпуск, тем, кто занимается пряжей, покупает пряжу для своего производства, должен знать, что написано на этикетке, что он покупает, и знать, какая пряжа в составе изделия. То есть важно для всех производителей пряжи, тканей, трикотажа, швейных изделий. Кроме того, это будет интересно всем студентам, магистрантам, аспирантам, которые работают, должны работать с иностранной литературой, чтобы быть на гребне волны, чтобы знать последние все тенденции. Итак, начнем. Посмотрите, вот я ввел основные понятия рандомные в Google переводчик. Химическая нить, с него тут выдает chemical thread, крученная пряжа twisted yarn, комплексная нить complex thread, пряжа из химических волокон chemical fiber yarn. Все это абсолютно неправильно. Это неправильный перевод. Окей. Может быть, Яндекс.Перевод нам даст другие. То же самое мы видим. Опять те же самые неправильные переводы с английского языка нам дает и Яндекс.Переводчик. Все, что я вам расскажу сегодня, это плод моей многолетней компиляции. Много лет я собирал эту информацию у себя в голове, где-то на бумаге. И вот сейчас ее систематизировал и для вас сегодня ее расскажу. Начнем мы с самой базы. Волокно – это fibers. Есть два вида написания этого слова, применяется в литературе и одно, и второе. Любое волокно – это fibers. Поехали дальше. Волокно определенной длины используется для производства пряжи. Staple fibers – штапельное волокно. Хлопковое, химическое, льняное, шерстяное, любое – все это волокно – это staple fibers. Химическое волокно. Все химическое волокно – это man-made fibers, сокращенно MMF. Никаких chemical fibers – это все неправильно. Дословно, волокно, сделанное человеком. Значит, все химические волокна, синтетические, вискоза, полиэфир, целлюлоза, арамидные – все это man-made fibers. Поехали дальше. Крайне редко в литературе, но иногда все-таки встречается synthetic fibers, синтетические волокна. Но чаще всего man-made fibers. Также крайне редко встречаются cellulosic fibers, целлюлозные, вискозные и другие волокна. Тоже очень редко. Это тоже man-made fibers. Любая пряжа, любая комплексная нить – это yarn. Любая. Хлопковая, льняная, вискозная, шерстяная, комплексная нить – у них все yarn. У них нету химическая нить в английском языке, натуральная пряжа – все yarn. Поэтому пряжа, химическая нить, комплексная нить, запомнили, это yarn. А теперь мы к этому слову yarn начинаем прибавлять какие-то слова, чтобы узнать, какая же конкретно эта пряжа. Итак, поехали. Staple yarn – пряжа, сделанная из штапельных волокон. То есть это пряжа из волокна, из натурального или химического. Смотрим. Spun polyester yarn, staple yarn – пряжа из волокон. Едем дальше. Long staple yarn – пряжа из длинного волокна. К длинным волокнам у нас относится шерсть, химические волокна или смесь шерсти и химических волокон. Long staple cotton – это какой-то длинный хлопок, скорее всего, в смеси с коноплей, предлагает нам вот этот сайт. Short staple yarn – это пряжа, сделанная из короткого волокна. К короткому волокну у нас относится хлопок, коттонизированный лен, химические волокна и их смеси. Значит, short staple fiber polyester spun yarn. Переводим. Пряжа из короткого волокна полиэфирного. Поехали дальше.
Филамент. Филамент – это одно волокно химическое бесконечной длины. Филамент ярн – это комплексная нить. Вся пряжа нить – это ярн, но если мы хотим уточнить, что это комплексная нить, состоящая из филаментов бесконечной длины, это филамент ярн. Комплексная химическая нить. Неважно какая. Полиэфирная, вискозная, это уже будет уточнение на бирках. Монофиламент ярн. Это комплексная нить, у которой только одно волокно в поперечном сечении. Найлон, монофиламент ярн. Это монофиламентная комплексная нить нейлона или полиамида. Поехали дальше. И только швейные нитки называются не yarn, а thread. Seven thread. Швейные нитки. Любые, сырье здесь не уточняется. Крученная пряжа. Это пряжа, скрученная из нескольких нитей. 2, 3, 4, 10. Никаких twisted. Ply yarn. Plied yarn. Это крученная нить. Опять же, может быть пряжа, может быть нить. Multiply yarn. Если скручено несколько раз. Видите, вот она. Крученная нить из нескольких. Это будет нить в 4 сложения. 4-ply yarn в данном случае. Многокруточная пряжа. Трощенная пряжа. Что такое трощенная? Это где несколько нитей сложены вместе, но не скручены. Называется assembled yarn. Трощенная. Например, мы здесь видим assembled yarn fiberglass. Это трощенная пряжа из стеклонитей. Трощенная комплексная нить. Пряжа трикотажного назначения. Knitting yarn. Все, что для трикотажа, это knitting yarn. Смотрим. Knitting yarn. Окей. Hand knitting yarn. Пряжа для ручного вязания. Но для пряжи для ручного вязания есть отдельное название. Crochet yarn или hand knitting yarn. Пряжа трикотажная для вязания, а конкретно для ручного crochet yarn. Смотрим объявление. Пряжа для ручного вязания. Yarn for knitting and crochet yarn. Elastic cloth yarn. Поехали дальше. Отбеленная пряжа. Bleached yarn. Пряжа, любого волокна натурального. Цвет не белый, поэтому его отбеливают, чтобы получить беленький цвет. Это будет bleached. Fine yarn. Это не значит, что это хорошая, прекрасная пряжа. Fine – это значит тонкая. Пряжа малой линейной плотности, менее 20 текст. Fine cotton yarn. Тонкая хлопчатобумажная пряжа. 8 ply, значит она 8 сложений. Coarse yarn. Coarse – грубая пряжа. А правильно это пряжа большой линейной плотности, более 50 текст. Viscose coarse yarn for knitting. Теперь вы все это можете перевести. Вискозная пряжа большой линейной плотности для трикотажа. Recycled yarn. Пряжа recycled, полученная из отходов производства. Неважно из каких, здесь не уточняется. Recycled yarn made from post-consumer textile waste. Полученная из переработанных текстильных отходов. Поехали по системам прядения. Хлопка. Carded yarn. Кардная пряжа. Пряжа средней и большой линейной плотности, полученная по кардной системе прядения. Cotton carded yarn. Combed yarn. Гребенная пряжа. Тонкая пряжа малой линейной плотности, наиболее высокого качества. Six-ply combed cotton. Пряжа по гребенной системе прядения из хлопка, полученная в 6 сложений. Понятно. Combed. Есть еще такая пряжа полугребенная. Это где часть компонентов проходила гребнечесание, часть не проходила гребнечесание. Называется semi-combed yarn. Полугребенная пряжа. Semi-combed cotton yarn for textile and knitting. Переводим. Полугребенная хлопчатобумажная пряжа для ткачества и трикотажа. Ring yarn. Пряжа, полученная кольцевым способом на кольцевых прядельных машин. Это самая распространенная пряжа в мире. Cotton ring spun yarn. Вторая по распространению пряжа, она называется пневмомеханическая, за рубежом ее чаще называют роторная. Называется такая пряжа rotor yarn или open end yarn, дословно пряжа с открытым концом или сокращенно OE yarn. По начальным буквам open end мы получаем
такую пряжу open-end yarn, recycled open-end yarn. Это пряжа, полученная из отходов производства пневмомеханическим способом. Два основных способа прядения – кольцевой, пневмомеханический. Кольцевой ring, пневмомеханический open-end или ротор. Сейчас завоевывает рынки новый вид пряжи, полученный аэродинамическим способом на аэродинамических прядельных машинах Air Jet Yarn. Пока что он занимает где-то порядка 4-5% от мирового парка прядельных машин пряжи аэродинамического прядения. Обязательно про нее тоже как-нибудь поговорим. Про эту пряжу я вам рассказывал. Compact Yarn, пряжа компактного прядения, кольцевой способ, гребенная система прядения, пряжа, которая с самым лучшим внешним видом, ровненькая, красивая, гладенькая, без ворса и так далее. Еще одна технология, про нее тоже обязательно поговорим, называется пряжа Sira. Sira Yarn, Sira Spun Yarn, Duospun Yarn, Sira Compact Yarn. Это пряжа, крученная пряжа, полученная на прядельной машине при сложении двух ровниц. Есть такая технология, достаточно интересная. Не будем сейчас на ней останавливаться. Вот у нас тоже из интернета. Sira Yarn of Cotton Polyester or Viscose. Значит, пряжа по технологии Sira из хлопка с полиэфиром. Fancy yarn. Fancy от слова смешной, веселый. Это фасонная пряжа. Фасонная пряжа, пряжа с разными, самыми разнообразными, красивыми эффектами на поверхности. Цветными, структурными и всякими разными. Все это пойдет туда, fancy yarn. Несколько разновидностей fancy yarn. Это slab yarn. Фасонная пряжа с утолщениями на поверхности. Для того, чтобы придать изделию красивый внешний вид. В первую очередь это одежда, конечно же. Еще один вид фасонной пряжи, очень распространенный, особенно в трикотаже, chenille yarn, пряжа синель. За рубежом ее называют шинил. У нас синель, правильное название, имеет бархатистую такую поверхность, очень мягенькая для детского, для женского трикотажа, очень красивая. Melange yarn, меланжевая пряжа. Пряжа получена из смеси разноцветных волокон. Такой цвет нельзя получить простым окрашиванием, поэтому смешивают разноцветные волокна. Blended yarn, blended. Пряжа получена из смеси разных волокон. Хлопок с полиэфиром, шерсть с вискозой, все это туда. Blended. Разнородные волокна. Высокообъемная пряжа. Bulked yarn или high bulk yarn. Пряжа высокообъемная, которая имеет при малом весе большой диаметр, большую линейную плотность и объемность. По внешнему виду напоминает шерсть, хотя сделано может быть из чистой синтетики. Такой обман, понимаете? Но свойства не очень высокие, в основном для верхнего трикотажа используется такая высокообъемная пряжа. Поехали к шерсти. Worsted yarn, комвольная пряжа. Говоря хлопковым языком, гребенная. Самая тонкая, самая качественная пряжа. Wool up worsted yarn, шерстяная комвольная пряжа. Woolen yarn, пряжа более грубая, аппаратная, получена по аппаратной системе прядения, применяется для сукон, сукно. Это шерстяные ткани большой плотности для драпов, для пальто, для костюмов они используются. К химическим нитям немножко перейдем. Textured yarn, texturized filament. Это текстурированная химическая нить, когда уже после получения комплексной нити ее свойства видоизменяются, чтобы их немножко каким-то образом придать новые свойства. Это все будет textured yarn. Textured yarn бывают разные. Air jet textured yarn, пряжа пневмотекстурированная или текстурированная воздухом, где волокна перепутаны друг относительно друга, применяется для обивки мебели, применяется для спортивной одежды. Более распространенная текстурированная нить Drawn Textured Yarn, нить, текстурированная способом ложного кручения. Она может иметь очень высокую растяжимость, например, для производства женских колготок, так называемый эластан. Ну и буквально пару слов о изделиях. По пряжам, по нитям прошлись, по изделиям. Итак, основа уток. Weft или filling yarn. Это уток, уточная нить. Warp – основа. Основа уток, то из чего состоит ткань. Для трикотажа knitting
Knitwear или hosiery – это трикотаж. Разные названия трикотажа или трикотажного полотна. Ткань – это fabric. Fabric – ткань. Non-woven – нетканные материалы, полученные из волокон без использования ткани или трикотажа. И одежда. Одежда – это clothes, apparel, garments. Разные названия одежды. Вы, надеюсь, почерпнули для себя что-то новое. Учите английский язык и правильно пишите по-русски, по-английски и переводите все, что вам необходимо знать о текстиле. Всего хорошего.